Новый массированный удар по Киеву, призыв немедленно покинуть столицу, названы цели, военная техника на улицах Астаны, перекрытие дорог и авиация в небе. К чему готовятся в Казахстане? Самый громкий провал российского оружия. Агрессор ударил орешником по своим. Неожиданные подробности. Катастрофа для Путина. Протестные настроения среди элит растут. Срочные перестановки в силовом блоке. Заместитель министра отправлен в отставку. Об этих и других событиях к утру вторника, 26 мая. Утро вторника. Пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это Нехта. Я Олесь Корниенко. Спецоперация идет по плану, но есть очень крупная потеря. В Москве слетела важная голова. В российском Минобороны продолжается большая кадровая зачистка после целой серии отставок и посадок бывших соратников Сергея Шойгу. Путин уволил очередную шишку – заместителя министра обороны Олега Савельева. Он отвечал за цифровизацию армии и электронные повестки. Именно при нем после мобилизации начали строить цифровой реестр военнообязанных, ту самую систему, которая позволяет ставить россиян на учет и отправлять повестки уже почти в один клик. На место Савельева приходит Виталий Шулик, причем этот генерал не военный и всю карьеру делал в МВД. В общем, очередная пощечина боевым генералам. Похоже, Путин никогда не служил в армии и не умеющий даже как следует крикнуть «Ура!», панически боится армейских генералов и за все годы своего правления назначал управлять ведомством то чекиста Иванова, то МЧСника Шойгу, то бухгалтера Белоусова. Теперь и замами назначают милицейских генералов. Ура! 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 Орешников могло быть два. Мониторинговый канал Е-Радар утверждает, первый запуск был зафиксирован около часа ночи 24 мая, и сначала его вообще поставили под сомнение, потому что сообщение о попадании по Украине не последовало. Теперь же аналитики предполагают, что ракета могла упасть на оккупированной территории возле Авдеевки или Ясиноватой, то есть потенциально по российским же позициям. Позже произошел второй запуск, и уже эта ракета ударила в районе Белой Церкви. Осень сообщества Киберборошна также подтвердила видео вероятного первого запуска. На кадрах заметили недостроенный ТРЦ Роуз-Парк в Донецке, но вот куда именно прилетела ракета, до сих пор непонятно. И если версия с ударом по собственным войскам подтвердится, это станет одним из самых громких провалов российского оружия за последнее время. А пока даже самые лояльные российские военблогеры не скрывают своего критического отношения к путинской акции. В отличие от ударов по Днепропетровску и Львову, вау-эффекта среди общественности уже нет, ведь используются кинетические болванки, мощных взрывов нет, а значит, как считает большинство, эффект нулевой. Даже разрывов нет, тупо очень дорогое железо в землю. Ради красивой картинки, в которую уже никто, кроме пенсионеров, не верит. И это только пару цитат среди множества подобных. Тем временем официальная Москва открыто угрожает Киеву новыми ударами. Российский МИД заявил о начале системных атак по украинскому военно-промышленному комплексу. В ведомстве Лаврова утверждают, что мишенями станут не только предприятия, но и так называемые центры принятия решений. В связи с тем, что вышеупомянутые объекты разбросаны по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город. В качестве повода российские власти снова использовали удар по университету в оккупированном Старобельске. Агрессор, который много лет бомбит украинские города, цинично вспомнил о Женевской конвенции. Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Все это переполнило чашу терпения. У меня только один вопрос. Не перепутали ли Захарова и Лавров? Точно переполнена чаша терпения или все-таки те самые путинские чемоданы?
Восстание перекроют улицы, усилят охрану и даже поднимут в небо военную авиацию. То, что напоминает спецоперацию, является подготовкой к визиту Владимира Путина. Власти Казахстана предупредили, с 25 по 29 мая движение в столице будут ограничивать из-за приезда руководителя России и саммита Евразийского экономического союза. Для безопасности подключат спецслужбы, полицию, армию и военную технику. Путин приедет в Казахстан 27 мая. Это всего второй зарубежный визит хозяина Кремля с начала года. На прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев объявил свою страну наследницей Золотой Орды. И вот правитель из Москвы едет в ее ставку. Ну ладно, это была шутка. Русская православная церковь снова оказалась в центре скандала. В Чехии задержали митрополита Иллариона, одного из самых известных иерархов РПЦ. И не просто так, а с веществом белого цвета в багажнике автомобиля. По версии телеграм-канала самого митрополита, полиция остановила машину после выезда от православного храма в Карловых Варах. Во время досмотра нашли 4 контейнера с неизвестной субстанцией. Что именно это было, пока официально не сообщается. Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего. Долгие годы Илларион был главным дипломатом РПЦ и одним из самых влиятельных людей в окружении московского патриарха. Его даже называли наиболее вероятным преемником Кирилла. Но последние годы что-то пошло не так. Сначала Илларион потерял пост главы отдела внешних связей РПЦ и направлен руководить Будапештско-Венгерской епархией. Но потом был снова понижен и направлен служить в Карловы Вары. Ну а теперь этому батюшке впору задать знаменитый вопрос Остапа Бендера. Почем опиум для народа? Еще один союзник Москвы в Европе может потерять свой пост. На фоне неутихающих массовых протестов президент Сербии неожиданно заявил, что может уйти в отставку уже в ближайшее время. Мой мандат скоро истекает, и, возможно, я подам в отставку. Заявление Вучича прозвучало в Пекине во время его визита в Китай. А дома в это время тысячи людей снова вышли на улицы Белграда. После акции «Студенты побеждают» у парламента начались столкновения с полицией. В ход пошли пиротехника, камни и металлические прутья. Все началось еще осенью 2024 года, после трагедии в Нови-Саде, где обрушился козырек вокзала и погибли 16 человек. С тех пор протестующие обвиняют власть в коррупции и халатности, а главное требование – досрочные выборы. НАТО снова спорит из-за Украины. По данным The Telegraph, крупнейшие страны Альянса заблокировали план Марка Рютте увеличить военную помощь Киеву. Генеральный секретарь предлагал простую формулу: каждый год отдавать Украине по 0,25% ВВП. Но против такой обязывающей формулы выступили Британия, Франция, Италия, Испания и Канада. При этом страны, которые ближе всего к России, идею поддержали. Польша, страны Балтии и Скандинавия уже сейчас тратят на помощь Украине даже больше предложенного уровня. Для них война давно перестала быть чужой проблемой. Если бы план приняли, объем военной помощи мог вырасти почти втрое и достичь 143 миллиардов долларов в год. Идея де-факто не была единоличным планом Рютте. Ранее предложение о выделении странами НАТО 0,25% ВВП в поддержку Киева высказал Владимир Зеленский. А вот британская The Guardian пишет: окружение Путина все сильнее разочаровывается в нем из-за войны и проблем в экономике. По словам источников издания, у так называемой элиты растет ощущение, что надвигается катастрофа. Война затянулась, цены растут, бизнес теряет миллиарды из-за отключения интернета и блокировок мессенджеров, а россиянам в этом году еще и подняли налоги.
Никто не верит, что завтра все внезапно рухнет, но растет осознание того, что продолжают приниматься абсолютно бессмысленные, саморазрушительные решения. Люди, которые когда-то защищали Путина, больше этого не делают. Любое представление о будущем исчезло. Путин нарушил свой главный негласный договор с обществом. Вы не лезете в политику, а государство не ломает вам привычную жизнь. Теперь война добралась и до холодильника, и до телефона, и до кошелька. The Guardian отмечает, что даже в российских соцсетях все чаще появляются вирусные видео с жалобами на власть, а уровень счастья в стране, по данным российских социологов, упал до минимума за 15 лет. Легенда старого чекиста снова переписана. Владимир Путин в очередной раз доказал, что он человек с непредсказуемым прошлым. ТАСС внезапно опубликовала новое исследование о предках хозяина Кремля, и оказалось, что дед Путина родился совсем не там, где рассказывал внук. В 2000 году хозяин Кремля говорил, что его дед Спиридон родился в Санкт-Петербурге. Теперь ТАСС уполномочен заявить, крестили его в деревне под Тверью. И сомнительно, чтобы крестьянская семья в 19 веке совершила ради церковного обряда вот такое длинное путешествие. По версии Путина, дед Спиридон потом работал поваром у Ленина и Сталина. Но кто знает, может и эта страничка биографии хозяина Кремля спустя некоторое время окажется липой. Кстати, корректировка президентского прошлого произошла прямо перед Петербургским экономическим форумом. Как заметили российские журналисты, переписывание биографии Путина перед этим мероприятием уже стало традицией и происходит 3-й год подряд. Starlink официально начал работать в Кыргызстане. Спутниковый интернет Илона Маска стал доступен по всей стране, и теперь даже самые удаленные села смогут выходить в сеть напрямую через спутники. Комплект оборудования обойдется примерно в $415, а месячная подписка еще в $113. Для многих жителей это дорого. Но власти делают ставку на другое – подключить школы, больницы и регионы, куда обычный интернет доходит с трудом или не доходит вообще. Правда, в Бишкеке отдельно подчеркнули, трафик будет идти как суверенный кыргызский, то есть через местную инфраструктуру и с локальными IP-адресами. Ранее спутниковый интернет от Маска стал официально доступен в Казахстане. А вот в России, куда ранее терминалы Starlink ввозить запретили, предложили выдавать интернет только за хорошее поведение. Такую идею озвучил так называемый философ Александр Дугин в интервью Ксении Собчак. Кажется, что можно его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо научиться пользоваться, интернетом надо до него надо дорасти, его надо заслужить. Очередные бредовые планы Дугина вызвали радостную реакцию у госпожи Собчак. Что странно, она сама, конечно, в России бывает наездами, а вот аудитория ее каналов может очень сильно сократиться. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.